Добрый день, дорогие стрельцы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу все, что вас ждет этой весной. Ведь я истинно считаю, что это весна возможностей, и только глупый будет лениться этой весной, растрачивать свое время на праздное существование, для каких-то там амбиций на показное, на внешнее. И здесь, я бы так сказала, дорогие стрельцы, пришло время вашей активной работы и вашей активной реализации. Да, весна начнется с марта, достаточно такого напряженного. И здесь, если обобщить, то первая половина марта, она на самом-то деле будет заставить побегать. Заставит побегать, в принципе, и за финансами, и за вопросиками, которые есть у вас в работе. Что вы делаете, для чего вы делаете, как вы делаете ли вы так, как вам нравится, или вы просто плывете по течению, следуете ли вы своей жизни, амбициям, желаниям в том числе, или вы находитесь в каком-то таком ожидании, что что-то случится само. Вы здесь, конечно же, поступайте по обстоятельствам, но понимайте, на все есть закон жизни и закон морали. Как вы себя ведете, так и люди имеют право вести себя с вами. Поэтому здесь, конечно же, я за мудрость, потому что стрелец — это вообще такой знак зодиака, которому без мудрости никак нельзя, и пытаясь обходить вот эту мудрость и философию, получается не очень хорошо. Поэтому, ребят, в решении своих финансовых вопросов в марте я не скажу, что запастись терпением, здесь нужно поступать как дипломат и поступать красиво. То есть, если вы понимаете, что у вас в работе какие-то сложные моменты, и они никуда не идут, выходите на разговор, выходите на контакт и решайте свои моменты. Если же вы понимаете, что у вас с работой совершенно не то, что вы хотите, делайте, действуйте дальше и, конечно же, идите, ищите нечто новое, где вы максимально можете проявить все свои качества, таланты, потому что жить интересным, разносторонним и классным стрельцом — это гораздо увлекательнее и интереснее, чем жить таким ворчливым и капризным стрельцом, который в жизни считает, что ему все должны. Поэтому, дорогие мои любимки, здесь имейте смелость признаться себе, что вы как бы засиделись в ожиданиях, позволили себе где-то расслабиться. Собирайтесь, потому что если вы не пойдете туда, куда нужно, то коридор затмений будет, конечно же, сложный. Вообще в коридор затмений уже начнутся появляться все те возможности, которые вы хотите. Здесь и масштаб, здесь и глобальная такая яркая, интересная деятельность, здесь и, конечно же, тот самый момент, куда вы хотите подняться, где вы хотите быть, на каком уровне благосостояния и насколько быстро вы хотите его получить. И я так скажу, что все эти мысли будут приходить к вам именно в коридор затмений, потому что, раньше просто, как говорится, времени пришло, и вы не набили всех тех шишек, которые вы должны были набить для того, чтобы осознать. Потому что Юпитер у нас планета такая очень амбициозная и понтовитая, если говорить уж честно. И если же у вас нет вот таких открытых, благородных амбиций, а у вас есть ощущение, что вам все должны, но это вот такое действие Юпитера. Он, если напряженный, то человек считает, что ему все должны. Если он возьмется за какое-то дело, оно должно быть очень быстро случиться. Вот сейчас прямо у меня все получится. Ребят, в жизни, к сожалению, необходимо приложить очень много сил, труда, своей мотивации, своего желания для того, чтобы что-то получилось. Здесь, конечно же, этот момент имейте честно себе признаться, потому что если же у вас все-таки Юпитер в натальной карте напряженный и Солнце Стрельцовское у вас в карте напряженное, тогда необходимо учиться труду, необходимо понимать себя, необходимо понимать этот мир, прикладывать больше старания, усердия для того, чтобы жизнь стала меняться. Не получится так быстро, хоть вы истинно считаете, что все должно быть в легкости. Ребят, нет, разочарую, это и является тем самым моментом и камнем преткновения, который сейчас, я знаю, начнут писать: да что это вообще такое, так и не бывает. Истинное проявление
определение Стрельца, негодовать и говорить, что я знаю лучше, я знаю как надо. Да никто же не спорит. Реализовывайте, покажите всем как надо. Но, к сожалению, не всегда получается. Так получается всем все доказать, когда ты набрался смелости, терпения и идешь, делаешь это постоянно и регулярно, но только когда уже с таким осознанием человек приходит всему тому, что ему хочется, представляете, доказывать уже ничего не хочется. Человек просто с благодарностью благодарит все трудности, которые случились в его жизни. И я даже предвкушаю эти комментарии под этим видео, но если у вас четкий, реально, я бы так сказала, конструктивный вопрос, оставляйте свою дату, время, место рождения и ваш вопрос. Что вы думаете делать это весной? Например, я не знаю, какая сфера вас интересует, что вы хотите сделать, что вы хотите получить, что вы хотите в жизни поменять. И я, как астролог, отвечу на ваши вопросы, в режиме свободного времени. Поэтому, ребята, действуйте, если у вас есть вопросы по поводу себя, если вы вообще решили этой весной что-то делать, но я вам реально говорю, делайте, потому что с коридором затмения открываются как раз-таки те самые глобальные, мощные, эти стрельцовские осознания. Вы понимаете масштаб всего того, что есть в этом мире, что вы за знак зодиака, почему вы понимаете всю сложность этого мира, или же почему вы отрицаете всю сложность этого мира и хотите все так в легкости и в праздности. Ребята, праздность погубит. Знаете, все те, кто проводят праздный образ жизни регулярный, кто хотят жить только именно так, жизнь, к сожалению, обстоятельствами загоняет совершенно в другой угол, где необходимо вырабатывать терпение. Поэтому понимаем, растем и осознаем, потому что в эту весну получится как раз-таки приблизиться туда, куда хочется. И аспекты на небе, просто потрясающие, да, для вас, любимки стрельцы, для того, чтобы начать действовать и активно. И да, коридор затмений, возможно, где-то напугает. События будут складываться так, что вот это все глобальное вы поймете, насколько все важно, насколько люди вокруг важны, насколько важно влияние каждого человека и его развитие на этот мир, и вы начнете действовать. Я надеюсь, что вы начнете действовать, потому что если вы просто смотрите гороскопы и думаете, что как-то оно само пойдет, ребят, под лежачий камень вода не текет, и даже самые лучшие прогнозы, они, к сожалению, вылетают в трубу, если человек ничего не делает. Это факт, стопроцентный факт. Да, кого-то этот коридор затмений заставит прям побегать, подействовать, принимать решения, которые не очень-то хотелось. Но все это зависит от того, принимали ли вы эти решения раньше или нет, ждали ли вы, что все само рассосется, или же рассчитывали, что вам кто-то должен что-то дать. Ребят, никто не приносит волшебников в голубом вертолете, не бывает. И если он потом бывает, то спрашивают потом в 3 раза дороже. Поэтому, как говорится, и обычно спрашивают всегда не в деньгах, к сожалению. Деньги — это самая легкая плата, которую мы можем заплатить за свои ошибки. Как правило, мы всегда расплачиваемся разочарованием, грустью, печалью, тоской и упущенным временем. И этот ресурс, который вернуть никогда не получится. Никогда. Это не деньги. Они заработаются. Там, я не знаю, шмотки, это все прикупляется, да. Но время — это тот самый ресурс, который этой весной, стрельцы, будет работать на вас. Поэтому понимайте, что с коридора затмения начинается этот активный момент вашей деятельности, когда вы делаете, у вас получается все ваши действия в работе. Если вы находите новую работу, меняете работу, да, то здесь вступаете в полную меру в свою реализацию. Прям не надо никуда ходить, какие-то сложные манипуляции, тренинги, это все. На листочке берете А4 и пишите, что я умею, что я люблю делать очень классно, что я люблю делать даже без денег, если мне за это платить не будут, от чего я просто тащусь. И посмотрите, что вы на самом деле умеете делать, какой вы специалист, что вы умеете делать, чему вы научились к настоящему моменту времени. И это такой момент, который очень на самом-то деле важный. Когда начинаешь садиться это упражнение делать, да, начинаешь быть честным перед собой. Кто я
я бездельник или я прям трудяга по жизни. И вот эти осознания, которые у вас будут, вы просто поймите, что если вы ощущаете, что бездельник, то тогда необходимо браться, учиться, при этом прекрасно этой весной учиться. С коридора затмения можете прямо начинать с 25 марта учиться. В апреле прекрасные аспекты на учебу, в том числе повышение статуса, поездок, переездов, учебы, все, что связано с такой большой активной деятельностью, с пиаром, расширением масштаба, заработка денег. Это прекрасно, у вас все получится, причем у вас получится это сделать быстрее, чем у других знаков зодиака, если, конечно же, вы не уйдете, я бы так сказала, вот в это праздное, вот в эти, я бы так сказала, в необъяснимые, ну, вот такие вот показные выступления, когда вот я ничего еще не сделала, но я собираюсь, и я уже такой классный. Подождите, аплодисменты вам еще все покажут и похлопают, и все у вас будет хорошо. Сейчас время не упустить возможность, которые, между прочим, всю весну работают в том числе на вас. И здесь просто понимайте, что апрель будет прекрасный, апрель будет шикарный. Да, в конце апреля возможны сложности, забоитесь, станет страшно, поймете весь масштаб всего того, что вы затеяли. Если, конечно же, вы не побоитесь и затеете, если, конечно же, вы побоитесь и останете лежать там, где лежите, на скамейке запасных отсиживаться будет, то, конечно же, тогда да, начнет сбоить личная жизнь, начнется сложное отношение дома, с семьей, с близкими, просто потому что, когда стрелец не реализованный, он невыносим, он просто, вот это такая черта характера у человека, он невыносимый, он всех пытается при этом научить, что делать, как делать, но здесь не боритесь с ветряными мельницами, показать, что делать, как делать, вы можете только на своем опыте, сделав то, что вы хотели, то есть реализовать это. Поэтому, да, мои дорогие любимые стрельцы, и вот мы плавно переходим в месяц май, и май, я вам, знаете, так скажу, что этот месяц, который закрепит все ваши действия, все, что вы этой весной делали, если же вы, конечно, пришли к такому осознанию, кто вы, про что вы, какой вы стрелец, какой вы классный стрелец, интересный стрелец, чего вы на самом деле хотите, или вы хотите всю жизнь веселиться, тратить деньги, и чтобы ваша жизнь была как праздник, ну, тогда, ребят, к сожалению, все возможности, которые есть, вас за них спросят в ноябре, в декабре 2024 года. Сложное будет тогда для вас время. Сейчас же вам дается, я бы так сказала, такой карт-бланш. Не то, что проверка, да, именно, ну, проверка на то, пойдете вы или нет в свое будущее, в свою реализацию, в свое действие. И май будет как раз-таки тем самым прекрасным и шикарным месяцем, особенно начиная с 10 мая и по конец мая. Это изумительное, классное время для того, чтобы получать все плюшки, там, я не знаю, благодарности за свой труд в виде финансов, в виде благодарности, в виде вашего подтянутого и удовлетворенного самомнения, что вы все, что имели, думали и говорили, оно случилось, и вы этого реально достойны. Но это если, конечно, вы отлично поработаете и март, и апрель, и в мае, в конце апреля не соскочитесь, потому что, да, в конце апреля такой сложный момент, когда необходимо будет еще подниматься выше, но станет немножко страшно. Не бойтесь, не бойтесь, начните разбираться в своих страхах, поймите, почему вы не идете туда, куда нужно, потому что очень часто такое бывает у стрельцов, боятся себя же превосходить, и это такой момент, а что если не получится, тогда все узнают, что я не могу, а что все скажут. Стрелец — это тот знак зодиака, который очень сильно завязан на общественном мнении, очень важно, что говорят другие, и здесь, конечно же, понимайте, немножко отойдите от других людей, от их мнений, понимаете, что вы хотите сами от этой жизни. Вы живете эту жизнь один раз, и у вас, возможно, еще будут другие жизни, но вы эту помнить не будете. Так отыграйте эту свою роль красиво, как хотите вы. Отыграйте ее благородно по-стрельцовски. Отыграйте ее ярко. Реализуйте все свои таланты, которые вам, как знаку зодиака, даются в легкости,
в творчестве, в коммуникации, в проявлении своего интеллекта. А это, знаете, работа-то не пыльная, я бы так сказала. Это давать ту самую мотивацию людям, но при этом путем своего опыта, путем реализации своего опыта, своего сознания, своего «я», своего эго, как это угодно называете, да. И здесь такой, знаете, большой очень глобальный и философский момент, да. Многие стрельцы сейчас, хотят стать, например, вот коучами, это такая распиаренная история. Я на самом-то деле считаю, что все стрельцы это по жизни коучи, и они многое чего дают другим людям путем своего опыта. Но не становитесь шарлатаном для того, чтобы просто посадить людям вот это мнение, при этом не сделав ничего самим. Знайте, что жизнь и карма тогда будет очень жестокой с вами, и буквально это придет уже в следующем году, потому что это тот самый момент, как раз-таки, который стрелец должен прожить сам. Все эти умозаключения, все эти мировые перипетии и сострадания, и понимание, как есть здесь, как есть за границей, понимать, как люди живут везде, насколько все разные, и иметь вот это внутреннее миролюбие ко всем, иметь такую, я бы так сказала, созидательную точку зрения, не распушиться вот так, как павлин, да, всех затмить собой и только в копилочку своего эго складывать все свои таланты. Нет, ребят, здесь необходимо вот свой опыт вот так расширить и размножить его для того, чтобы у людей была такая практическая инструкция к применению, как бывает в жизни в тех или иных ситуациях. То есть, да, это такая философская позиция по жизни, это такая история, которая должна обязательно базироваться на морали, и без моральных принципов стрельцу, к сожалению, никак нельзя. Хоть я и знаю, в принципе, очень много известных стрельцов, которые вообще им все равно на мораль, и, к сожалению, скоро все мы перестанем видеть их на Олимпе, где-то мелькающих там и здесь, потому что жизнь все-таки наказывает. И наказывает, как правило, очень жестоко и неповоротно обратно, потому что вот именно эту историю стрельцу потом очень сложно переварить, признать свое поражение, когда сам не играл честно. Играйте честно, дорогие стрельцы, и будьте прежде всего честны перед самими собой, потому что честность перед самими собой этой весной сыграет вам только на руку. Поймите, кто вы, что вы сделали, что вы хотите делать, и сделайте это монетизированным. Да, начните развиваться, то, что вам реально хочется, что вам нравится. Как говорится, если не знаете, в описании канала ссылочка на сайт, там консультация, натальная карта. Приходите, расскажу вам, и текст еще отправлю, кто вы, про что вы, что есть в вас, какой заложенный потенциал, и почему вы туда не идете, какие у вас есть страхи, какие отношения в прошлом, в детстве вас не дают идти вам туда, куда вы хотите, почему вы топчетесь на месте и вообще ничего к настоящему моменту не сделали, хотя внутри 100% понимаете, что вы должны жить другой жизнью. И это тот самый сложный такой момент для стрельца, когда они понимают, что они живут не свою жизнь, но продолжают жить как все. Ребята, жить как все — это вообще история, знаете, такая странная и навязанная для того, чтобы люди не высовывались из своей скорлупы и не раздражали. Поэтому не живите как все, живите как хотите вы. А вы хотите великолепно и интересно. Да, мои дорогие любимые стрельцы, вот такой получился для вас гороскоп на эту весну. Она будет очень многообещающей. И не просто обещающей. Все будет зависеть от ваших действий. Я же истинно желаю, чтобы вы делали, чтобы вы действовали, чтобы согласно всех вот этих вот мировых событий и обстоятельств у вас получилось вылавировать вот эту вот историю, которая такая, она очень сложная и философская. Да? Сейчас очень сложно развиваться стрельцам, развивать свою философию. Но момент в жизни, он такой. Ребят, пора действовать. И нас всех этот год заставляет действовать. Неважно, какого мы знака зодиака. Поэтому, дорогие мои любимые стрельцы, действуйте этой весной, потому что не будет в этом году больше времени для такой быстрой и активной реализации.
3 месяца для вас покажутся настоящим классным и интересным приключением, если вы, конечно, в него пойдете. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. В конце по классике актуальные ролики, которые вы можете посмотреть, опереться и принять верное решение. Я желаю вам приятного просмотра и увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.